Уже неделю сначала в Берлине, потом в Штатах идут встречи контактных групп по мирному соглашению между Россией и Украиной. Точнее сказать так, между Россией и Украиной ничего не идет. США разговаривают с Украиной и давят на нее по поводу территориальных уступок. США разговаривают с Россией и упрашивают Путина поумерить аппетиты. США разговаривают с Европой. Украина разговаривает с Европой. Но между Украиной и Россией никакого разговора не происходит. Параллельно разворачивается другой процесс. Reuters публикует анализ американской разведки. Даже если Россия согласится на временное прекращение огня или частичное мирное соглашение, стратегическая цель Кремля со временем добиться полного подчинения Украины. В докладах также говорится, что Путин рассматривает войну как часть более широкой конфронтации с Западом и стремится вернуть влияние над некоторыми странами Восточной Европы, которые раньше были в советском блоке. То есть, с одной стороны, американская разведка убеждена, мы, мол, не просто не близки к концу этой войны, но скорее близки к развязыванию новой, а с другой, президент Трамп убежден в том, что он близок к сделке как никогда. Давайте сегодня обсудим, как эти два сюжета могут сосуществовать одновременно. Сначала только напомню, в описании способы, как обойти блокировки. Трамп пытается в коммерческой абсолютно логике сформировать для Путина предложение, от которого тот не сможет отказаться. Ну или не захочет отказываться. Вот ты, Владимир, хочешь Донбасс, Херсон и Запорожье. На это ты положишь, допустим, 10 лет и 1 миллион человек. Давай сделаем так. Я продавлю для тебя Зеленского на Донбасс, чтобы он его отдал. Это в половину меньше, чем ты хочешь, но зато бесплатно. А потом все заканчиваем. Если бы речь шла о коммерции, такое ведение переговоров было бы абсолютно верным и результативным. Обычно люди от таких предложений не отказываются. Именно поэтому Трамп убежден, что у него все получится. Трамп, похоже, плохо представляет, чего на самом деле хочет Путин. Думает, что тому нужны 4 области, вписанные в Конституцию, а в таком случае Славянск и Краматорск – большой кусок пирога. Но мы с вами понимаем, и сообщения американской разведки это подтверждают, что Путина никакие 4 области не волнуют. Он хочет всю Украину, а за ней и весь Восточный блок. Страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, часть Германии – все советские владения и зоны влияния. По сравнению с ними Донецкая область на карте не видна. Путин хочет стать царицею морскою, а золотая рыбка в лице Трампа пытается соблазнить его должностью портового завхоза. Но не затем все затевалось-то. В этом и заключается главная проблема. В непонимании, возможно, даже в нежелании верить в реальные хотелки Путина. Трамп считает Путина человеком, совершившим дорогостоящую ошибку и заинтересованным в решении получившейся проблемы с наименьшими потерями лица. Человеком, желающим выпрыгнуть из войны так, чтобы это не выглядело поражением. Но Путин – это человек, который развязал большую европейскую войну. Ему не нужно ничем меняться с Трампом и ни о чем торговаться. Он ниоткуда не собирается выпрыгивать. Единственное, что ему нужно от Трампа, это чтобы тот в этой войне не участвовал. Чтобы не пришел на помощь ни Украине, ни Европе. Чтобы вместо коллективного Запада, нападая на который можно получить по щам, перед путинской армией оказался просто набор стран, каждая из которых в идеальном для Путина раскладе не сможет оказать серьезного сопротивления. Эстония отдельно, Польша отдельно, Германия отдельно. Воевать с Европой под зонтиком США – это Третья мировая, которую Путин однозначно проиграет и знает об этом, он этого не хочет. Воевать же отдельно с Латвией – это не Третья мировая, это просто война со страной населением с Новосибирск. Это не страшно. Вот почему мирная сделка обречена. Если бы Путин хотел Славянск, Краматорск, Херсон и Запорожье, а предлагались бы ему только Славянск и Краматорск, он бы, скорее всего, согласился. Любой бы на его месте согласился. Но Путин хочет, чтобы Трамп объявил Европу, как минимум восточную, колонией Путинской империи, чтобы не мешал воевать. Трамп же хочет откупиться куском чужой территории. Эти цели не то что друг другу не самоштабны, они просто находятся в разных измерениях. Славянск и Краматорск – 2 небольших города, которые терзают еще с 2014 года. Для Путина они никакой ценности не представляют. Он в принципе не захватывает территории ради какой-то выгоды. Он идет по руинам. Зачем ему еще один дотационный регион? Еще один депрессивный город сам по себе? С этим добром в России уж точно нет дефицита. Путину нужен контроль над всей Восточной Европой. Руины и депрессивные города – не приобретение, а инструмент запугивания.
Если вы, мол, не капитулируете, то с вами, с Польшей, например, будет то же самое, что сейчас с Украиной. Хотите сохранить целыми Ригу и исторический центр Таллина? Хотите, чтобы в ваших городах осталось хоть одно целое здание? Тогда лучше сразу заранее сдавайтесь, когда армия только подошла к границе. Таков посыл Путина у этой войны. Дальше скажем о второй его задаче. Но сначала небольшая реклама. За 2025 год, если верить заявлениям, в России заблокировали более 1 миллиона 200 тысяч ресурсов и свыше 250 VPN-сервисов. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Под блокировку попали и популярные VPN-протоколы. Чтобы сохранить свое право на свободный интернет, поставьте VPN, который быстро адаптируется к ограничениям. Например, Blank VPN. Он стабильно работает в России уже 8 лет и разрабатывает технологии обхода новых блокировок одним из первых на рынке. Сейчас у сервиса действует выгодное предложение. По новогодней скидке вы можете подключить Blank VPN со скидкой до 70%. А еще сервис дает целых 30 дней, чтобы вы могли решить, пользоваться дальше или вернуть деньги, если вам вдруг сервис не понравится. Еще одно преимущество – по одной подписке можно подключить к VPN сколько угодно устройств, как своих, так и всей семьи. Это намного выгоднее, чем оплачивать подписку каждому отдельно. При этом Blank VPN не ограничивает своих пользователей в трафике. География подключения 50 локаций. Серверы работают на скорости до 10 гигабит в секунду. С такой скоростью можно спокойно смотреть YouTube хоть в 8К качестве, одновременно играть и стримить. Сервис работает только на выделенных серверах, не записывает и не хранит логи, а поддержка работает круглосуточно и отвечает меньше, чем за 2 минуты. У Blank VPN также есть удобные предложения для iOS, macOS и Android. Подключиться можно буквально в 1 клик. Если вы хотите попробовать альтернативный VPN, если ваш сервис плохо справляется, сейчас самое время это сделать. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, используйте промокод CATS, чтобы подписка стала до 70% выгоднее. Устанавливайте себе надежный VPN-сервис, которому можно доверять. Спасибо, что смотрите рекламу, продолжаем. Вторая задача Путина прямо сейчас – держать Трампа в постоянно подвешенном состоянии. Размахивать у него перед носом Нобелевской премии мира и ни в чем напрямую не отказывать, и ни в коем случае не допускать, чтобы Трамп поступил так, как осенью, когда ввел нефтяные санкции. По Путину Трамп должен быть настолько сосредоточен на решении вопроса путем мирных переговоров, что будет последовательно спускать с рук Путину любые выкрутасы. Для этого Трампа нужно держать в ловушке невозвратных потерь. Он уже так вложился в свое представление о мире, столько раз сказал, что друг Владимир обязательно послушается, что теперь признать поражение ему крайне тяжело. Причем, чем дольше эти переговоры идут, тем в более нелепой ситуации оказывается Трамп. Тем сложнее ему признать, что все это время ему просто голову морочили, что никаким миром никогда не пахло, и все анонсы его были вздором. Самомнение Трампа – чрезвычайно мощное оружие в руках Путина. Никто не любит признавать свое поражение. Почти все люди склонны оттягивать такое признание до последнего, хватаясь за соломинку. Но тут у нас Дональд Трамп, человек, который пишет свое имя на самолетах и небоскребах, который выпускает золотую миграционную карту со своим лицом, который любит себя до самозабвения. Конечно, такого человека довольно просто катать на эмоциональных качелях. Все время держать как бы в одном шаге от мира. Когда осталось чуть-чуть продавить Зеленского и поругать Европу. И тогда эта вот новая формула ну точно сработает. В таких разводках Путин и подстроенная под него российская дипломатия сильны. Пока Трамп висит на этих обещаниях и не срывается, пока российской стороне удается играть в то, что ей от Украины нужно нечто конкретное, и за это конкретное она готова торговаться, отношения между союзниками удается расстроить. Раз за разом появляются сообщения, что администрация Трампа давит на Украину и Европу по данному вопросу. Причем давит совсем не по-союзнически. А что Украина и все остальные участники процесса? Там все то же самое. Там тоже у всех задача любой ценой удержать Трампа в контуре переговоров. Там тоже у всех задача говорить Трампу то, что он хочет слышать, но не обещать невыполнимого. Понятное дело, что ни президент Зеленский, ни любой другой президент Украины не подпишется под отторжением территорий. Тут случай, когда место делает человека, а не наоборот. Ни один руководитель настоящего государства с настоящей и боеспособной армией, которая много лет успешно держит оборону, не может отдать пришедшему с войной соседу города с населением в 500 000 человек.
Так просто не бывает. Это нарушает базовые принципы существования государства и человечества вообще. В государстве армия затем и существует, чтобы жителей городов от внешнего нападения защищать. Отдать ей приказ отойти – это государственная измена для любого лидера. Никто на такое не пойдет. Но напрямую Трампу так сказать нельзя. Ему же лучше не отказывать. Нельзя ему сказать, во-первых, это невозможно, во-вторых, фантазийно, в-третьих, твоя сделка еще и войну не остановит. Никакой Путин ничего подобного не подпишет и останавливать не будет, даже если мы согласимся на территориальные уступки. Так что хватит ерундой заниматься. Всем очевидно, что это так. Всем очевидно, что президент Украины под таким не подпишется, а Путин и вовсе не собирается договариваться и тоже ни под чем не подпишется. Но нет варианта Трампа обидеть. Нет варианта стать для него теми, на ком вся эта схема рухнет. Стать для него теми, кто заруинил его любимую мирную сделку и Нобелевскую премию мира. Поэтому мы видим то, что видим. Все стороны понимают, что никакого документа подписано не будет, но все активно делают вид, что он будет подписан уже завтра. Наблюдать за этим несколько неловко. Взрослые люди, наделенные огромной властью, ответственные за жизни миллионов других людей, занимаются какой-то ерундой, заведомо зная, что она ни к чему не приведет. Но такова реальность момента. Раз в 5-7 недель Трамп отворачивается от Венесуэлы и Ближнего Востока, и у нас происходит обострение переговорного процесса. Все обязаны делать вид, что страдают провалами памяти. Что примерно то же самое не происходило месяц или полгода назад. Причем мы видим, что переговорный процесс не чувствителен ни к каким входящим сигналам и ни к какой входящей информации. Вот все обсуждают выкладки американской разведки о том, что Путин не просто не намерен ничего прекращать, но перспектива европейской войны совершенно реальна. И это не мешает американской администрации продолжать конструировать для Путина такую формулу мира, которую он вроде как должен принять. Американская администрация продолжает исходить из идеи, что мир ему нужен в принципе. Вопрос только в формате и предложенных условиях. Почему так происходит? Во-первых, потому что администрация США в данный момент времени не представляет собой единую сущность. О данных разведки говорит не сам президент, как это было в случае с Байденом и началом войны. Нет, в этот раз все основано на сливах в прессу. Это, видимо, означает, что у американских разведчиков просто нет иных способов общаться с президентом. Теперь только так, только публично. У разведчиков в голове одна картина мира, у Трампа и его переговорщиков другая. Никто не хочет стать гонцом, принесшим дурную весть, который придет к Трампу и скажет: «Господин президент, вы занимаетесь ерундой. Объективные данные говорят, что вы простофиля». Ведь на этом, надо полагать, карьера чиновника и закончится сразу. У Трампа большая нацеленность на мир и объективно эффект туннельного зрения. Он не видит, не слышит и не хочет видеть и слышать ничего, что его задаче способно помешать. Когда речь идет о людях, управляющих такими большими и важными государствами, нам хочется ожидать рациональности, предсказуемости, какого-то умного планирования. Хочется в действиях Путина и Трампа видеть какой-то хитроумный план, который, пусть мы его не понимаем, но хотя бы есть и может сработать. Он должен быть согласован с профессиональным сообществом, этот план. Должен быть привязан к возможностям в реальном мире. Должен иметь какую-то финальную точку, в которой президент и государство, которым он управляет, выигрывают, оказываются в лучшем положении, чем сегодня, до начала реализации этого плана. Но сейчас мы живем при двух президентах, которые действуют совершенно не так. При двух президентах, у которых вместо рабочего плана есть только тот, который им нравится. А если в реальном мире он не может быть выполнен, то тем хуже для реального мира. По той причине на американскую администрацию не особо влияют публичные выступления Путина. В своей прямой линии, например, он очень подробно говорил о военных планах на новый 2026 год и несколько раз общими словами похвалил американскую администрацию, которая, в отличие от прошлой, не ведет, дескать, политику, направленную на развал России. Легко можно представить, что в том рескрипте прямой линии, которая легла к Трампу на стол, нет ни слова о планах воевать в 2026-м, штурмовать Славянск-Краматорск. Зато, зная, что это Трампу понравится, подробно расписано, насколько качественно его политика отличается от предшественника. Также легко представить, что Трамп и этот рескрипт не читал, а ему просто, рассказали словами то, что ему хотелось бы слышать. Как долго все это может продолжаться? Как долго переговорный процесс может существовать, при том, что для обеих сторон войны никакими переговорами и не пахнет? Как долго получится Трампа держать в подвешенном состоянии?
Ну, вот уже почти год получается. Удивительно, но это так. Пока невозможно увидеть, какое событие сможет это изменить. Сейчас, по сути, в переговорном процессе участвуют две стороны. Трамп, который отсекает всю негативную информацию, и Путин, готовый говорить ему какие угодно комплименты, лишь бы не брать на себя конкретных обязательств. Эта ситуация выглядит хаосом, но вполне устойчивым хаосом, который пробудет с нами, по крайней мере, до тех пор, пока Трамп не примет новую порцию болезненных санкций и тем самым не выведет переговорный процесс на какой-то новый виток. Но объективно смотря на вещи, выбирая между картиной мира Дональда Трампа, нацеленного на мир любой ценой, и американской разведки, которая адекватно оценивает амбиции Путина, мы не видим никакого такого предложения, которое Трамп Путину может сделать, чтобы тот его непременно принял. До завтра.